Welcome to our Sadvakas family. Итак, давайте подробно поговорим о режиме тренировок. Он будет состоять из 3 этапов. Каждый этап займет у вас 2 недели. В общем, у вас получится 6 рабочих недель. Итак, давайте о первом этапе. Вы будете выполнять 2 золотых комплекса, это железное предплечье и сила Зевса. Вы будете выполнять их 3 раза в неделю по 6 махов. Но давайте немного подробнее. Вы встали утром, решили потренироваться днем или пришли на свою основную тренировку. Вы должны выполнить сначала железное предплечье в разминочном режиме. Далее 2 минуты отдохнуть и выполнить силу Зевса также в разминочном режиме. После 2 минут отдыха вы возвращаетесь к комплексу железное предплечье и выполняете уже его в скоростном режиме. Более быстро, более энергично. 2 минуты отдыха и сила Зевса. И вам останется выполнить еще каждого комплекса по одному разу. Также, что хотелось добавить от себя. Если вы пришли на свою основную тренировку, то выполните эти 2 комплекса в начале, а не в середине или в конце, пока вы бодры, пока ваша нервная система не забилась. Несколько слов об отдыхе. Как я уже говорил, мы выполняем 2 комплекса как бы в паре, вместе, для того, чтобы улучшить тренировочные эффекты. Заметьте, что между двумя комплексами у нас написано от 0 до 2 минут отдыха. Что это значит? Это значит, что время отдыха между комплексами вы должны максимально сокращать. То есть для начала, пока вам тяжело делать, вы отдыхаете 2 минуты между комплексами. Потом постарайтесь отдыхать 1,5 минуты, потом минуту. И сократите этот отдых до 1 вдоха. То есть сделали комплекс, вдохнули и продолжили следующий комплекс делать. То есть к этому мы стремимся. Между парами комплексов, да, когда мы выполняем упражнения, здесь отдых чуть больше. Здесь отдых 2 минуты и больше может составить. То есть здесь отдыхайте до такого момента, чтобы вы почувствовали легкость и свежесть. То есть приступайте к выполнению следующих комплексов только когда ваши мышцы и ваша нервная система восстановилась, чтобы делать максимально мощно и быстро упражнения. Тем более, что следующая пара у нас идет уже в скоростной работе. И также дальше. Первый этап тренировки мы называем адапционным периодом. То есть это тот период, когда ваша нервная система пытается адаптироваться к новому уровню нагрузки. Вы должны не забывать, что подобную нагрузку ваши мышцы не испытывают ни с одним тренажером, ни с одной тренировочной системой в мире. Это нагрузка нова. Поэтому даже если вы делаете простые махи и делаете их всего 6 раз, понимайте, что ваши мышцы и вся ваша нервная система испытывает на самом деле шок. То есть мы заставляем мышцы работать совершенно в другом ритме. Мы прорабатываем все 3 фазы мышечных сокращений. Об этом я скажу в другом видео. Эксцентрическую, изометрическую и концентрическую. Это впервые происходит на таком уровне. Именно поэтому ваша нервная система испытывает шок. Она пытается адаптироваться, пытается саккумулировать ту энергию, которую необходимо приложить для работы с тренажером. Именно даже в первые махи уже ваши мышцы пытаются как бы сконсолидировать свои усилия и направить на выполнение упражнения. Дальше. Касательно того, что вы почувствуете уже даже через 3 дня тренировок. Ваши мышцы будут болеть. Вы почувствуете работу мышц, о существовании которых даже не подозревали. Ваши мышцы будут налиты, словно вы железом в спортзале качали их несколько месяцев. Именно так выглядит тренировка нервной системы. Вы почувствуете силу, вы почувствуете мощность. Итак, второй этап тренировок. Мы добавляем тренировочные дни. Начинаем тренироваться не 3 раза в неделю, а 5. И учим ритм вдохов и выдохов. То есть, как правильно дышать во время упражнений с тренажером Эвник. Также хочу вам напомнить, что вы выполняете 2 золотых комплекса. Это железное предплечье и силу Зевса по 6 махов. Каждый комплекс вы выполняете 3 раза. Один подход, самый первый, в разминочном и 2 раза в скоростном. Второй этап тренировки очень важен, потому что в первый этап мы только ознакомили свою нервно-мышечную систему с новым режимом работы. Мы сформировали новые мышечные взаимосвязи и на основании их построили новые мышечные цепи. Начни делать в режиме.
Во втором этапе мы эти мышечные цепи будем закреплять. После первого этапа вы уже выучили упражнения, вы более быстро переходите от одного упражнения к другому упражнению. Это позволяет делать движение более быстро и мощно. Но самое главное, то, что мы во втором этапе начинаем изучать методику ритмы вдохов и выдохов. Я считаю, что это уникальная методика, потому как она впервые объясняет нам, как нужно дышать во время выполнения быстрых, мощных и акцентированных ударов. Вот ты мне скажи, ты уже давно работаешь по этой методике, какую пользу она тебе лично принесла? Что ты почувствовал? Ну, скажу, до этого я выступал на соревнованиях, выиграл бои, да, я был доволен своей дыхалкой, потому что мне нравилось, как бы я мог бить много ударов, комбинаций, но все было хорошо. Но когда я начал выполнять комплексы, да, мне стало сложно, я понял, что моя дыхалка здесь как бы мало работает. Да, мы все начали задыхаться, то есть мы начали делать, мы сделали, допустим, 6 махов, потом мы захотели чуть больше, и мы чувствуем, что мы задыхаемся. По крайней мере, на одну руку это сделать очень сложно. Вот, и когда мы ввели в работу эту методику, да, я почувствовал, как мне стало легче. Я стал чувствовать ритм. Я стал делать 6 махов, потом 12 махов, потом 18. Да. Ну и с этим я почувствовал, как мне это помогло именно в бою. Да, я почувствовал, как моя грудная клетка укрепилась, я прям именно в бою начал чувствовать ритм ударов. Мне стало легче. Да. Частота, любое движение, вот это, как бы вот оно. Да, даже если пропускаю удар, то чувствую, что у меня дыхание сбивается. Да, это еще один момент, который мы обнаружили, что именно в момент вдоха или выдоха, да, когда вы пропускаете удар, ну, это очень тяжело. А когда вот мы прокачали вот так дыхалку, когда мы ее настроили, все, она все время в каком-то тонусе находится. Поэтому удары по корпусу сейчас нам вообще не помеха. Да. И даже когда ты устаешь, ты не становишься, ну, ты не выдыхаешь больше, да, и когда не стараешься сдерживать его. Ты, наоборот, понимаешь ритм, чувствуешь, сколько тебе нужно выдохнуть, и ты бежишь уверенно. Итак, третий этап тренировки. Здесь мы добавим количество махов. Будем выполнять не 6 махов, а 12. Также хочу вам напомнить о ритмах вдохов и выдохов, потому что именно в этом этапе у вас возникнет трудность именно с этим. Потому что 12 махов это не 6 махов, намного больше нагрузки. Вот. В чем, собственно, будет заключаться трудность? В том, что когда вы будете выполнять упражнение, вы можете выполнить, допустим, первое упражнение, второе упражнение, и далее вы почувствуете, что вы задыхаетесь и вам не хватает воздуха. Что вам делать в таком случае? Вы должны просто остановиться, сделать пару вдохов, пару выдохов и восстановить дыхание. И начать выполнять упражнение дальше. Пока вы не научитесь выполнять, да, вот на одном дыхании весь комплекс. Как это правильно по ритмам вдохов и выдохов. Третий этап тренировки – это уже продвинутый уровень. Если вы чувствуете, что вам тяжело выполнять 12 махов, то выполняйте второй этап чуть дольше. Не 2 недели, а 3 и даже больше. Это нормально. Тем не менее, если вы сможете выполнить режим тренировки третьего этапа, то поздравляю вас. Вы достигли выдающихся результатов. 12 махов, быстрых, интенсивных, с правильной техникой дыхания. Это дорогого стоит. Еще один момент. Все этапы, начиная с первого этапа, снимайте видео. То есть, когда вы фиксируете свой результат, вы не просто психологически подпитываете. Здесь вопрос уже идет о физиологии мозга. То есть мозг, когда понимает, что вы приобретаете и к чему вы движетесь, он включается в процесс намного лучше. Вам четче и понятнее, что вы должны делать. Вам будет легче достигать результатов. Поэтому снимайте с первого этапа видео, во втором этапе и в третьем этапе обязательно. Следите за дыханием, за правильностью, за техникой, за скоростью, интенсивностью и сколько еще вы отдыхаете между комплексами. Все это будет показывать вам, какого уровня вы достигли. Итак, вы завершили третий этап тренировки. И несмотря на то, что в день вы тратили всего несколько минут, вы чувствуете мощность в руках. Вы чувствуете прибавку в силе, вы чувствуете прибавку в скорости. А самое главное, вы почувствовали, какой огромный потенциал хранится в вашем теле. Если эта технология дает вам мощность, если эта технология заряжает вас энергией, если эта технология делает вас быстрее, подвижнее и даже счастливее, продолжайте тренироваться, продолжайте познавать новые золотые комплексы.
двигайтесь дальше. Для вас это только первая ступенька. Первая ступенька, где вы почувствовали технологию и почувствовали, как можно раскрывать свой собственный потенциал, использовать свою потенциальную упругую энергию. Становитесь как мы, становитесь лучше нас. Знайте, что мы ограничены в своих возможностях, а ваши возможности безграничны, потому что мир огромен, и, быть может, вы именно тот человек, который сможет вытащить с этой технологии все 1000%. Мы нуждаемся в том, чтобы вы тренировались, мы нуждаемся в том, чтобы вы показали, на что вы способны вместе с технологией Эвник. Удачи, мой друг! Еще увидимся на тренировках.